Ну, американское же, ну, я знаю из вашей рекламы, что простое железо не действует. В большом продовольственном магазине нашел флакончики, 60, там тоже капсулы, по-моему, были. Но это просто биодобавка, не новый элемент старый. Я все лето пил, ну, синтезит кончился, я подумал, сделаю перерыв, такой экспериментальный, на полгодика. Ну, примерно 4 месяца, 3,5 я пил это железо рутинно, каждый день, вместе с витаминами, просто как биодобавку. Ни малейшего эффекта, ничего. Борис находится в Америке, штат Вирджиния, наш соотечественник, живет там уже много лет. Безвкусные овощи, почти безвкусные фрукты. Но помидоры не имеют ни вкуса, ни запаха, например. Совершенно. Первую таблетку, первую капсулу я выпил. Ничего не ожидал. Сел, как обычно, сгорбившись за компьютер. И что-то меня выпрямило. Я выпрямился, меня выгнало в обратную сторону. А внутри что-то началось, я чувствовал, как на 20 лет себя. Со временем, не сразу. Ну, пару недель, через 3 недели. С тех пор это держится. Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Александр, мы с вами находимся на канале биоактивного минерала Синтезит, и у нас сегодня в гостях покупатель синтезита, потребитель синтезита, его зовут Борис, Борис находится на другом конце света от нас, мы находимся в Сочи, Борис находится в Америке, штат Вирджиния, наш соотечественник, живет там уже много лет, и Борис тоже попробовал биоактивный минерал Синтезит, получил некоторые интересные результаты, попробовал пить и другое железо, чтобы познать как бы в сравнении. Вот еще раз, Борис, здравствуйте, давайте расскажите, что у вас произошло, какие у вас были интересные изменения, наблюдения и во что это вылилось сейчас. Здравствуйте. Ну, во-первых, ну да, чтобы положительный как бы образ синтезита подчеркнуть или нет, я выгляжу сейчас не очень хорошо, на свои 60 лет или больше, там 59. Располнел, лишний вес. И из-за того, что из-за этих всех карантинов сижу дома, еще тут с ребенком сижу. Полная неподвижность и внешний вид соответствует возрасту, несмотря на синтезит. Если заняться немного физкультурой или вот йоговским голоданием, то черты лица немного разглаживаются, вот выглядишь как неопределенный возраст, лет 40. В том числе и синтезит как-то омолаживал. Вот. Про синтезит я знаю от Владислава Карабанова давно. Ну, когда они первый раз в Швейцарии представляли. Но, в принципе, мне говорили еще в середине 80-х, что где-то в России, в Новосибирском академгородке, я из Новосибирска, новые элементы получали. Была технология, из глины там ряд металлов, через ряд металлов могли получить золото в лабораторных условиях. Ну, алхимия ничего нового. От прежней цивилизации, видимо, осталось какое-то знание, но использовали. Еще я подумал, что синтезит, поскольку обновляет кроветворение, улучшает, обновляет эти кровяные тельца, то секретная медицина военная должна была подумать об этом еще в 40-х, 60-х годах для лечения лейкемии, вызванной облучением. То есть это препарат для военных должен был бы... Так, у нас небольшие проблемы со связью. Это раз. Внешний вид. Второе. Я занимался всякими йоговскими упражнениями, всякими видами йоги, медитаций. Даже свой клуб новосибирский вел немного людей, учил даже, лечить пытался. Поэтому все свои ощущения я обычно отслеживал и хорошо знаю. Поэтому я знаю, о чем говорю. Ну, когда я хотелось попробовать этот синтезит, новый элемент, действительно ли, ну, вот эта концепция работает, новые элементы, там продляют жизнь, все обновляет. Несмотря на то, что я занимался в молодости йогами, там, физкультурой, многочасовой бег и все прочее, в снегу лежал чуть ли не каждый день, там иногда в проруби купался. Здесь из-за неподвижности себя запустил, но плечи опустились, сидел сгорбившись за компьютером, но до 16 часов за компьютером политика.
Иногда собственные выводы делал, там, в постах выкладывал. Я принял первую таблетку. Кстати, доходит очень быстро. 5-6 дней. Без проблем доставляет прямо домой. Никаких нареканий с таможней. Первую таблетку, первые капсулы я выпил. Ничего не ожидал. Сел, как обычно, сгорбившись за компьютер. Плюс еще тут обезвоживание, кофе выводит воду из организма. Постоянное обезвоживание у американцев. И что-то меня выпрямило. Я выпрямился, меня выгнало в обратную сторону. Где-то через полчаса, минут через 40. Я удивился. Такое бывало в молодости, когда я занимался упражнениями. Но я знаю, что нужно корпус так держать, я других учил. И вот с тех пор я, в общем-то, и не горблюсь. Вот очень странно. Первый эффект вот такой был. Я Владиславу Александровичу написал об этом, вот сразу же в тот же вечер написал. Вот. И, наверное, усиливался. И то, что вот все говорят, то, что вы говорите, вот ощущение внутреннее, то есть это не стимулятор, это там, ну, не как кофеин действует, даже не как элеутирокок. Вот это вот что-то внутреннее. Вот внутри, внешне выглядишь на свой возраст, а внутри что-то началось, я чувствовал как на 20 лет себя. Со временем, не сразу. Ну, пару недель, через 3 недели. С тех пор это держится. Что интересно. При этом я до этого я еще пытался, тут у американцев есть этот самый золото-серебро растворчики, нано, всевозможные нанометаллы. Ну, пытался пить, таких эффектов никаких нет, ну, вроде бы там помогает работе мозга, может быть, но, в общем-то, никаких эффектов от этого не было. $20 за флакончик, не очень дорого, слабенький растворчик. На себе синтезит проверил, стал вопрос, а может быть у меня, ну, как сказать, дефицит железа в организме. Что здесь, ну, это всем известно, это описано, есть статьи, здесь такая пища, в которой нет микроэлементов. Поэтому американцам нужно горстями есть витамины и биодобавки, что я тоже делаю. Если не пить отдельно витамины, чувство голода постоянное. Организму нужно микроэлементы, а с пищей не получает. Здесь безвкусные овощи, почти безвкусные фрукты. Но помидоры не имеют ни вкуса, ни запаха, например. Совершенно. Вот, я поэтому подумал, может быть у меня за эти годы, ну, накопился вот этот дефицит, нехватка железа в организме. И для сравнения я подумал, надо попробовать. Ну, американское же, ну, я знаю из вашей рекламы, что простое железо не действует. Этого добра здесь очень много, витаминные отделы есть везде, просто в большом продовольственном магазине нашел флакончики, 60, там тоже капсулы, по-моему, были. Но это просто биодобавка, не новый элемент, старый. Я все лето пил, ну, синтезит кончился, я подумал, сделаю перерыв, такой экспериментальный, на полгодика. Вот. По сколько? 66-120 по капсуле в день. Ну, примерно 4 месяца, 3,5 я пил это железо рутинно каждый день, вместе с витаминами, просто как биодобавку. Ни малейшего эффекта, ничего. Что было, что не было. Ну, железо кончилось, на этом прекратил. Ну вот еще мы немножко договорили до разговора. Осенью, то есть месяца через 4-5 после синтезита, вот было ощущение, что организм стал сбрасывать старую кровь и что-то со старой кровью. Хотя, ну, я там голодал иногда, там, сутки-двое. Вот недавно 9 дней было голодание йоговское. То есть никакими упражнениями я не занимался. Пища была рутинная, стандартная, и эффектов таких не могло быть. Но вот ощущение, что организм избавился от какого-то старого хлама, в том числе, может быть, вот даже часть крови, там вот эти вот старые кровяные тельца или что-то, может быть. Это, опять же, очень непонятно. Я с этим столкнулся и пока нигде не видел, не читал.
никаких мнений нет. Может быть. Пару месяцев назад в русском магазине, здесь у нас целая сеть, все называют их русскими, там еда из Восточной Европы, из Польши, из Прибалтики, из Украины, отовсюду. Вот. Разговор зашел, порекомендовал синтезит, ну, по-моему, они заинтересовались, не переспрашивал. И меня спросили, ну, может быть, вот ты закончил пить эти свойства, и нет ничего, и все ушло, действие закончилось. Я сказал, нет, судя по всему, очень стойко держится, прошло полгода, никаких таких изменений нет. Вот. А недавно я только подумал, ну, может быть, полгода, организм старый, может быть, он будет приводить вот состояние костного мозга, эти кроветворящие клетки в соответствии с возрастом, их количество опять уменьшится. Но это только подумал. Никаких ощущений не было. Ну вот бодрость, она внутренняя такая, что ли. Я стал немного физкультурой заниматься, тут стройкой, ремонтом у себя дома немножко. Тяга появилась, которая у меня, каким-то действием, которое у меня была вот в 20-30 лет, а в 35 уже исчезла. Вот, поэтому я заказал еще порцию на семью, 3 флакончика на 3 человек, стал принимать. Но такого резкого эффекта нет. Да, что-то есть, действует, но не так резко эффективно, как в самом начале, с нуля. Есть действие, очень положительное. Опять вот ощущение, что вот это вот обновление, ну, пускай даже омолаживание внутреннее, где-то внутри, в органах, в крови, вот оно пошло с ускоренной силой. Есть. Хотя, я говорю, я выгляжу на свой возраст. Ну, недавно я 7 килограммов я сбросил все-таки недавно. Это 9 дней голодания, немножко физкультуры. Вот, а было еще хуже. Жена вчера сказала, что я выгляжу на все 80. Поэтому здесь ни о чем не говорит. Но вот сколько у меня с июня очень мало выезжал куда-то от реконструкции. Все эти военные. Целый день ходишь, где-то 6 дней всего в этом году было из-за карантинов. В прошлом году 60 дней в течение года. Угу. Хорошо, а Борис, можно уточнение небольшое для наших зрителей? Смотрите, вот вы сказали то, что когда вы начали второй раз принимать синтезит, уже нет таких ярких ощущений, как было в первый раз. И вы не один это и замечали, да, на самом деле. Я хочу сделать небольшое уточнение, дополнение, что когда первый раз, то есть когда человек начинает принимать первый раз синтезит и получает эти живые элементы, он явно чувствует разницу между прошлым состоянием и то, в которое он входит. Когда он делает небольшой перерыв и потом начинает принимать их как бы заново, то он уже сейчас находится не в том состоянии, в котором он был до первого приема. И поэтому разница не кажется такой ощутимой. Как бы наша нервная система, она все-таки привыкает, и уже она перешла на новый уровень восприятия. То есть и организм перешел немножечко на другой уровень. Поэтому нет такого яркого как бы ощущение, что вот как ты первый раз начал принимать синтезит. То есть это же не стимулятор, не как... Алло. Да, у меня был провал, зависло видео ваше. Да, на каком моменте? Да. Что нет таких ярких ощущений. Ну, да, давайте тогда повторю. То есть наш организм, нервная система, она в принципе привыкает. То есть есть такое понятие, как привычка. Адаптация, толерантность и так далее. То есть, и когда ты уже начал принимать синтезит, ты начинаешь его принимать потом второй раз, соответственно, у тебя нет того жесткого разрыва между тем состоянием, которое было у тебя до приема синтезита, и когда ты начал принимать его второй раз. То есть тот же самый, грубо говоря, энергетический уровень ты не можешь почувствовать не потому, что его нету, а потому что ты уже находишься на более высоком уровне. Вот, это я делаю пометку для наших зрителей, которые будут нас потом слушать. Не для вас, потому что, может быть, вы это как-то и сами догадались, а именно для зрителей. Потому что некоторые, кто второй раз принимают, они говорят, что вот нету таких ярких ощущений, как в первый раз. Но, во всяком случае, в плане психоэмоциональном, да, то есть как вот этой мотивации такой сильной. Потому что человек он уже на другой уровень перешел. Вот, для того, чтобы он почувствовал то же самое, ему надо, не знаю, подождать год после приема синтезита, где-то так, может быть.
может 1,5 года, чтобы он вернулся на прежний энергетический уровень. И потом заново начать принимать, тогда он почувствует. Но зачем как бы возвращаться в прошлое состояние? Тут в этом вопрос. Вот. А Борис, у меня к вам еще один вопрос, один из последних, наверное. Вот вы сказали про внутреннее состояние бодрости, молодости, как что у вас плечи распрямились. А еще какие-то есть результаты по поводу, может быть, сна, может быть, каких-то там болезней, каких-то органов, я не знаю, астмы, кожи, ногтей, ногти стали крепче. Вот что-то есть, какие-то такие замечания, наблюдения? Ну, болезней их и не было, кроме этого почти хронического бронхита. Тут климат такой странный, тепло, не тепло. И я говорю, тут у них какие-то вирусы ходят. Вот этот грипп, он не проходит. Иногда зимой там 2 раза в месяц. Очень слабенькие симптомы. Это как этим коронавирусом все время болеть с маленькими перерывами. Но иногда зимой бывает. Ну что, ну в Сибири один раз заболеешь там за зиму, как-то так, действительно температура, все прочее, а здесь вообще ничего нет. Вот чуть-чуть недомогание. Пожалуй, что, ну, что-то такое, пожалуй, да, с этим полегче стало. И раньше-то не обращал внимания, там на работу ходил, активностью занимался. В этом плане полегче, особых. Плюс тут еще безобразие на коже иногда какие-то, много всякой заразы ходят, но это так, мелочи жизни, иногда что-то соскакивало. Нет, особых болезней не было. Простуд таких, бронхит из Сибири там остался. Причем не из молодого возраста, а я уезжал, когда в 30, почти 35 лет мне было, в 96 году. Где-то года за 2 получил, до этого не было. В общем-то, все как, ну как, вот внутри как-то все помоложе и поспортивнее, как в 30 лет. И вот это все переносится на порядок легче. Ну, я вообще не замечаю. То есть, в принципе, я считаю себя здоровым, а вот эти мелкие болячки, я и раньше-то не обращал внимания, а сейчас как бы они еще дальше куда-то отошли. Ну хорошо, хорошо. Важное такое уточнение для тех зрителей, кто вот прослушал, да, первую часть вашего разговора, нашего с вами такого диалога-монолога, то что уважаемый Борис, он сделал после первого приема синтезита такой перерыв и в это время принимал обычное какое-то вот железо, обычную там биологическую добавку, которую купил в магазине. И некоторые наши потребители тоже, которые получают результат уже от синтезита, потом они пообщаются вот со своими друзьями, знакомыми, им говорят, ну ты что, это самовнушение, вот возьми, купи обычное там самое железо, тот же самый цитрат железа купи или хелат железа купи, пропей его там в дозировках больше, чем синтезит, и ты получишь то же самое. Но, как правило, это все оканчивается не очень хорошо. Поэтому, уважаемые наши зрители, если вы уже приняли для себя решение принимать синтезит, вот, синтезит ничего не заменит, у него нету каких-то аналогов на данный момент в природе, в продаже нету в принципе. То есть вы не найдете что-то похожее по эффектам, по результатам. А от обычного железа вы можете получить достаточно серьезную интоксикацию, вплоть до серьезных поражений кишечника, потому что это все достаточно токсично, вот эти, тем более большие дозировки переносятся. Вот, это я, Борис, уважаемый, для наших зрителей сказал, так сказать, не для вас. Вот, ну, вас благодарю за то, что выделили время. Желаю вам быть здоровым, здороветь дальше, чтобы у вас там на вашей, значит, стороне сейчас все наладилось, и вы спокойно жизнью жили, без всяких там тревог и последствий. Спасибо большое.